Волки издавна занимали важное место в экосистеме Йеллоустонского парка, и с самого момента его основания в 1872 году постоянно обитали на этой территории, формируя природный баланс и придавая экосистеме особый характер. Однако к 1926 году, вследствие активного преследования, систематической охоты и целенаправленного уничтожения их численность была практически полностью сведена на нет. В первые годы после основания парка волки еще встречались в различных его районах, но в условиях агрессивного отношения со стороны человека и полного непонимания их роли в природе они легко становились добычей. Исчезновение волков в этом знаковом природном пространстве стало символом более широкой и глубокой проблемы, связанной с вмешательством человека в естественные процессы. С началом активной колонизации этих земель европейцами волки оказались под постоянной угрозой уничтожения. Коренные народы, которые относились к волкам с уважением и включали их образы в свои легенды, ритуалы и культурные традиции, становились все более уязвимыми перед изменениями, которые приносили колонисты. Последние же воспринимали волков с враждебностью и стремились избавиться от них любой ценой, что в итоге привело к полному уничтожению устойчивых волчьих стай. Именно после исчезновения волков в экосистеме парка начали происходить масштабные изменения, которые стали заметны не только на уровне отдельных видов, но и в более широком контексте природных закономерностей. Истребление волков оказало разрушительное воздействие на экосистему парка, последствия которого ощущаются до сих пор. Для коренных американцев волки были не просто животными, а важными символами и участниками их культурной жизни. В то же время европейские поселенцы, отказываясь признавать положительный вклад волков в поддержание природного баланса, принесли с собой страх, неприязнь и стремление к их уничтожению. Это привело к резкому сокращению численности волков и, в конечном итоге, к их почти полному исчезновению не только в Йеллоустоне, но и на большей части территории Соединенных Штатов. Исчезновение волков стало причиной стремительного роста популяции вопити, которые оказались без естественного контроля. Большая часть этой популяции начала беспрепятственно размножаться, что оказало серьезное давление на растительность парка. Лишенные естественного хищника, вопити стали активно поедать молодые деревья и кустарники, что ухудшило состояние лесов и привело к одной из ключевых проблем экосистемы — эрозии почвы. Утрата плотных и здоровых лесных массивов вызвала исчезновение множества других видов, напрямую зависевших от обилия растительности, что запустило цепную реакцию экологических нарушений и разрушило устойчивые связи между обитателями парка. Проблемы, возникшие из-за отсутствия волков, были следствием нежелания предыдущих поколений учитывать и принимать естественные механизмы регулирования экосистем. Без хищнического контроля численность вопити продолжала расти, оказывая влияние не только на растительный покров, но и на всю экосистему в целом. Лоси стали активно поедать кустарники и молодые деревья, включая осину и ель, что в свою очередь усилило эрозию почвы и привело к значительному снижению биологического разнообразия. Эрозионные процессы серьезно ухудшали условия для роста растений и существования других видов, что стало источником множества последующих проблем. Эти изменения негативно сказались и на популяциях бобров и других животных, которым были необходимы более сложные и богатые экосистемы. По мере исчезновения лесных участков бобры теряли места обитания и источники пищи, что приводило к сокращению их численности. Таким образом, исчезновение волков вызвало цепную реакцию, приведшую к ухудшению общего состояния экосистемы и снижению ее жизнеспособности, оставив после себя пустующие экологические ниши
и лишив парк значительной части его природного богатства. Попытки человека взять под контроль популяцию вопити оказались ошибочными и в большинстве случаев лишь усугубляли ситуацию. В течение XX века предпринимались различные меры по регулированию численности лосей, включая отстрел и другие методы управления. Однако такие меры, как правило, давали лишь краткосрочный эффект и не приводили к устойчивому восстановлению экосистемы. В 60-х годах контроль над численностью вапити был полностью прекращен, что только закрепило проблему их чрезмерного роста. Исследования показали, что инвазивные методы управления не устраняли первопричину дисбаланса, и в результате популяция вапити снова начинала увеличиваться, усугубляя уже существующие экологические проблемы. В начале 21 века появилась концепция экологии страха, которая предложила новый взгляд на роль хищников в природе. Согласно этой теории, хищники воздействуют на свои жертвы не только физически, но и психологически, вынуждая их менять поведение и адаптироваться к условиям постоянной угрозы. Это открытие стало отправной точкой для нового этапа дискуссий о восстановлении природного баланса. Важным шагом на пути к восстановлению экосистемы Йеллоустона стало решение о возвращении волков, принятое Конгрессом США в 1991 году. Несмотря на серьезную критику, особенно со стороны владельцев ранчо, опасавшихся за свой скот, эта идея получила поддержку среди ученых и защитников природы. Споры и недовольство фермеров создали сильное общественное давление на программу, однако в 1995 году в парк были выпущены 14 волков, и результаты этого шага стали важным открытием для научного сообщества. К моменту реинтродукции волков исследователи уже располагали значительным объемом данных об их потенциальном влиянии на экосистему. В период акклиматизации ученые отмечали, что волки быстро приспособились к условиям и начали размножаться. К 1996 году их численность увеличилась до 31 особи, и началась активная фаза изучения их воздействия на популяцию вопити. Первые наблюдения показали, что волки начали эффективно регулировать численность лосей, постепенно возвращая экосистеме естественный баланс. К 2000 году успех реинтродукции стал очевиден, так как в парке насчитывалось уже 8 волчьих стай и 119 особей. Рост популяции волков стал предметом оживленных дискуссий о том, как их присутствие влияет на флору и фауну парка. Волки начали активно охотиться на вапити, что стало ключевым фактором в контроле их численности. Они оказали заметное влияние на биологическое разнообразие, способствуя восстановлению растительности и увеличению общего богатства жизни в парке. Возвращение волков стало сенсационным событием, но одновременно принесло новые вызовы. Наблюдения показали, что волки не только сокращают численность вопити, но и изменяют поведение других животных, включая койотов и бобров. В целом, экосистема начала постепенно восстанавливаться, демонстрируя важность хищников для поддержания биологического баланса. После возвращения волков экосистема стала медленно, но уверенно приходить в более устойчивое состояние. Численность вапити, ранее бесконтрольно возраставшая, начала снижаться. По данным исследователей, волки в среднем убивали около 22 вапити в год, что способствовало изменениям в растительности и животном мире. С уменьшением численности лосей началось восстановление растительного покрова, что улучшило условия для существования других видов. Присутствие волков способствовало тому, что пастбища стали более разнообразными и насыщенными растительностью. Вопити, испытывая давление со стороны хищников, начали перемещаться в менее благоприятные районы, освобождая пространство для восстановления экосистемы.
Это привело к снижению эрозии почвы и значительному увеличению растительной массы. Успешная реинтродукция волков оказала влияние и на другие виды. Так, популяция койотов сократилась почти вдвое, что способствовало росту численности лис, кроликов и мышей. Для многих видов это создало новые возможности для выживания, поскольку экосистема начала восстанавливать утраченный баланс. Кроме того, волки способствовали росту численности бобров, которые играют важную роль в формировании экосистем. Увеличение популяции бобров привело к активному строительству плотин, восстановлению водных систем и созданию благоприятных условий для жизни вблизи водоемов. Со временем произошло не только увеличение биоразнообразия, но и общее восстановление природного ландшафта. Возвращение волков также оказало значительное экономическое влияние на регион. Возможность наблюдать за хищниками привлекла большое количество туристов, что существенно улучшило экономическую ситуацию в окрестностях парка. По данным исследований, экотуризм, связанный с волками, принес десятки миллионов долларов в местную экономику. Туризм стал важным источником дохода для местных жителей и способствовал развитию инфраструктуры. Успех программы наблюдения за волками показал, что сохранение дикой природы может приносить не только экологическую, но и экономическую выгоду. Несмотря на сохраняющиеся опасения владельцев ранчо, исследования показали, что потери домашнего скота из-за волков составляют менее 1% от общего числа потерь. Это дало надежду на изменение общественного отношения к волкам. Согласно опросам, значительная часть населения стала более терпимо относиться к их присутствию, признавая их важную роль в поддержании биоразнообразия. Тем не менее, в январе 2025 года парк пережил серьезную утрату, потеряв волчицу-матриарха 907-ю МФ, возглавлявшую стаю с 2016 года. Этот инцидент вновь вызвал волну обеспокоенности среди защитников природы и подчеркнул хрупкость достигнутого баланса. Потеря столь значимой особи поставила под вопрос будущее волчьей популяции и восстановление экосистемы в ближайшие годы, особенно на фоне продолжающихся конфликтов интересов. В условиях меняющихся подходов к управлению численностью хищников Департамент рыболовства, дикой природы и парков Монтаны предложил сократить численность волков до 450 особей. Это решение вызвало широкий общественный резонанс и оживленные споры. Власти планировали задействовать охотников и ловцов, а новые законы позволили расширить методы охоты, включая использование приманок и ночного освещения. Такие меры вызвали серьезную критику со стороны защитников природы, опасающихся повторного нарушения экосистемного баланса. Скотоводы, в свою очередь, поднимали вопрос финансовых потерь и настаивали на контроле численности волков в своих интересах. При этом большинство научных исследований указывают на преимущественно положительное влияние волков на экосистему, подчеркивая их роль в регулировании численности других видов. Вопрос охоты на волков остается предметом острых дискуссий, поскольку одни видят в этом инструмент управления, а другие предупреждают о возможных долгосрочных последствиях. Экологическая ситуация в Йеллоустоне требует особого внимания к любым решениям, связанным с сокращением популяции волков. Одной из наиболее обсуждаемых концепций остается экология страха, влияние которой на поведение лосей и общее состояние экосистемы продолжает изучаться. Современные исследования ставят под сомнение некоторые ранние выводы, показывая, что воздействие волков на численность лосей может быть менее значительным, чем считалось ранее, и что на динамику популяции влияют и другие факторы, включая деятельность человека. Возвращение волков в Йеллоустонский парк стало важным шагом к восстановлению экосистемы и уникальным примером того, как хищники способны влиять на природный баланс.
Этот процесс показал сложность и многоуровневость взаимодействий между видами и напомнил о том, насколько уязвимыми могут быть экосистемы при нарушении их естественных механизмов. Необходимость взвешенного и ответственного подхода к управлению популяциями волков становится все более очевидной, поскольку только признание их значимости как неотъемлемых участников природного порядка дает шанс сохранить экосистему для будущих поколений. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.